Ребята, всем привет, с вами Александр, вы на канале Минер. И 10 мая, для меня это через день, вы смотрите по календарю, когда у вас наступит 10 мая, это будет вторник. На площадке BSwap пройдет второе их IDO, и это будет IDO Exabots. NFT игра Play to Earn проект. Вот так вот выглядит их сайт. Сайт сделан очень хорошо, добротно. Мне, в принципе, аж нравится, как это все дело выглядит. То есть на сети Binance сделано, на CoinMarketCap они есть, но там еще информации никакой про них, в общем-то, нет, но они как бы там залистились. Ну, главный партнер это BSwap, и они прошли аудит от Certica. Ну, в общем-то, уже неплохо. По крайней мере, это не скам, это точно. Так, доступно будет на всех платформах: Windows, macOS, Android и iOS. Есть даже уже демка. Ну, вот так вот, в общем, партнерство. Ultimate Game. Мы там чуть дальше, попозже поговорим. Вот так вот выглядят наши роботы. Они состоят из частей, их можно будет собирать. Они будут генерироваться рандомно. Мы дальше потом во второй части видео познакомимся с экзоботами чуть поподробнее. И, кстати, видите, у них такая рисовка хорошая. Даже, видео посмотрим, тоже на киберпанк смахивают. Но с дизайном у них все хорошо. Есть YouTube ролики, я вам покажу. Так, теперь давайте к самому BSwap. BSwap это децентрализованная биржа, то есть очень она мне нравится, пользуюсь ей постоянно. И у них в меню есть раздел IDO, то есть вот был у них один IDO Expansion, и вот здесь, вот на днях вот появится наше новое IDO, в котором можно будет принять участие. Какие там условия, сейчас я вам расскажу. Перед тем, как мы продолжим, не забудьте подписаться на канал и поставить колокольчик, чтобы вам приходили все уведомления. И по поводу того, как правильно зарегистрироваться на бирже, чтобы получить реферальные бонусы, получить постоянную скидку, смотрите вот это видео, чтобы не пропустить, потому что момент регистрации вашего кошелька определяет. Если вы пошли по рефералке, значит у вас будет за вами закреплен вам бонус реферальный. Вам будет возвращаться часть от вашей комиссии. Если вы это не сделали, то на этом кошельке уже вы не сможете подключить этот бонус. Потому смотрите это видео, если вы еще не зарегистрировались на бирже. Итак, давайте будем читать, что нам пишет сам BSwap по поводу этого IDO. Итак, Exos у нас будет называться монетки. Pool IDO это 10 миллионов монет будет раздаваться. Продолжительность IDO 1 час. Дата 10 мая, то есть точного времени пока что нет. Длительность 1 час. Цена токена будет 10 центов. То есть на пресейлах монетка эта продавалась по 6 центов. То есть разница несущественная, меньше чем в 2 раза. То есть в этом в принципе ставим плюс. То есть было всего 3 этапа пресейла и цена была 0.6 и 0.65. Монетки будут продаваться за BSV, то есть перед запуском будет пересчитан курс с учетом текущего курса BSV, будет высчитан кросс-курс, так сказать. Но в долларах США это 10 центов, все там будет четко. Так, описание экзоботсов, давайте прочитаем у них на сайте лучше, там в принципе то же самое написано. Exabots Omen of Steel, так полностью называется эта игра, это пошаговая боевая NFT с моделью Play to Earn. Включает различные игровые режимы, такие как приключения, битва и бой в трущобах. Игрокам будет предложено ограниченное количество экзоботов, которые можно будет купить и использовать при запуске игры. Эти роботы генерируются случайным образом, там вы видели, из каких частей они состоят. Уникальных комбинаций ядра, генов, образуя таким образом NFT. За выполнение определенных действий мы будем получать награды. Чтобы соревноваться, необходимо купить NFT-шки экзоботов. Для отряда нужно 3 экзобота. И этого будет достаточно, чтобы играть во всех режимах игры. В игре будет система крафта и слияния. Каждая из частей имеет собственную статистику. Вот такая, в общем-то, механика. Условия. Всего будет 2 пула, то есть типа Limited и Unlimited, грубо говоря. Так же, как и было в прошлый раз. То есть 10 миллионов будут распределены так. То есть 7,5 миллионов пойдут в большой пул, и 2,5 миллионов токенов пойдут в малый пул. Нужен будет кошелек, естественно, BIP20, но все, кто пользуется BSV, те знают. То есть MetaMask ставите, сеть Binance. Тут такое прям жирно написано, что цена может быть изменена на момент IDO. То есть надо быть внимательным. Принимать участие в IDO могут только участники Holders Pool. То есть если зайти на BSwap, то есть у нас есть раздел Launch Pool, раздел Stake BSV. И вот здесь есть Holders Pool. Здесь нужно было держать монеты, чтобы принимать участие в Staff Game. И здесь же нужно было держать монеты, чтобы участвовать в Squid NFT Game. То есть для 7-й игры как раз нужно было здесь 200 монет держать. Этот пул, напоминаю, что пул имеет лок на 3 месяца. То есть для первого лимитированного пула, в котором игроки, все, кто положил по 50 BSV в этот пул, будут делить между собой 2500 монет. А для тех, кто положил 150 и больше, те будут делить между собой 7,5 миллиона, то есть в 3 раза больше.
Ну, количество полученных монет будет зависеть от общего количества инвестиций. То есть, если вложений будет больше, чем монет, то вы получите пропорционально. Например, вы вложили в 10 раз больше денег, люди хотят купить монет в 10 раз больше, чем их есть на самом деле, то если вы вложите $1000, ну, предложите вложить $1000, вам насыпят всего лишь на $100. Если монет, желающих будет ровно столько же, сколько и монет, то вы получите на всю свою сумму. Ну, как обычно, ничего нового. Так, в базовом пуле, для которого нужно 50 монет держать, вы сможете купить всего лишь на $200 BSV-шек. Если у вас на балансе 150, то вы можете купить до $20 000. 200 тысяч монет. 200 тысяч монет Access. Можно инвестировать в оба пула одновременно. Но поскольку цена как бы одинаковая, то ну, я не вижу какой-то особой разницы. Просто заходить сразу в большой пул. Ну, как для меня. И для всех, кто играл в кальмара, то есть у всех там лежат по 150-200 монет на холдерс пуле. Также очень немаловажный момент, что будет вейстинг. То есть выплата монет будет растянута на 4 месяца. То есть вы сразу получите, допустим, вы купили там 1000 монет, вам сразу выплатят 20%, то есть 200 монет, и потом еще 4 раза по 200 на протяжении следующих 4 месяцев. Ну вот здесь это как бы пример, тот, который я вам приводил по поводу, сколько вы получите. Все зависит от того, сколько людей захотят купить. Если желающих будет больше, то все будет распределяться пропорционально вашей доле. Также после проведения IDO будет сразу листинг на BSWAP, будет запущен фарминг в паре с BUSD и Launch Pool. То есть вкладываешь BSV, зарабатываешь Access, и вкладываешь Access, зарабатываешь Access и BSV. Вот это, кстати, пул интересно. Я, наверное, как бы часть монет сюда положу. До какого времени стоит поддержать часть монет, сейчас мы перейдем дальше, разбираться немножко в саму игру, и я вам расскажу. Ну и, в общем-то, все. Больше ничего интересного здесь нет. Цена токена 10 центов. Так, теперь смотрите. Вот это у нас таблица разморозки токенов. Смотрите, на первом этапе Seed Presale было 3 миллиона монет. То есть это 2% от всего объема. Всего монет будет 150 миллионов. Ну, то есть немного. Потом на втором этапе 4 миллиона раздали. И на последнем этапе привата 3 миллиона. То есть всего 10 миллионов, и вот на IDO BSWAP еще 10 миллионов. То есть всего будут как бы там 20 миллионов монет. И получается, и вот теперь таблица по разморозке. То есть на момент листинга, вот получается 10 мая будет доступно, я так понимаю, вот 1,4 миллиона будут в обороте, плюс 400, это в общем-то 1,8 и плюс 1,6, это получается вот здесь уже 3 миллиона. 5,5, короче, миллиона монет будет всего в обороте на момент IDO, ну если я правильно понял. И потом вот с каждым месяцем по 2 миллиона будут с IDO размораживаться, по 500 тысяч с Private Sale и с Seed Sale, и стратегический пресейл там по 300 тысяч будет разморозка идти. Ну вот да, это Seed, им выдали, получается, 50% ТГЕ, и потом 3 месяца будут раздавать, вот, ну, Strategic, там, ну, как по таблице, на 12 месяцев меньше всего им выдают. И на паблике, ну, так же само, в принципе, как и на IDO, идет разморозка. Ну, и вот тут, в принципе, есть, да, красивая табличка. Вот идет 10 мая токен ланч, инвесторы получат, да, 50%. Ну, это вот эти вот Seed плюс Private получит 50%, а там было всего 2 миллиона, или сколько там было. Ну, то есть пару миллионов, да, монет освободится. Ну, все согласно той таблице получается. Там 4 сколько-то миллиона будет в начале. Ну и потом дальше пойдет разморозка по процентам. Так, что по соцсетям? То есть в Твитаке 16 тысяч у них подписчиков. Кстати, АМА будет проходить завтра, то есть 9 мая будет созвон с ихним SEO Франкусом. Не знаю, можете послушать, буду я слушать или нет, посмотрим. Там, кстати, будет разыгрываться одновременно много призов за вопросы, заданные там в Твиттере, в Телеграме, в Инстаграме. То есть можете, в принципе, ознакомиться, кто желает. И в Телеге у них вот 30 тысяч. Exabots Omen of Steel. Так, и вот, если заглянуть в раздел Roadmap, смотрите, что мы здесь видим. Токен Launch, вот Q2 идет, альфа будет запущена вот тоже вот сейчас. В Q3 запустится Marketplace, который мы уже видели в YouTube видео. Получается, и в конце 2022 года будет листинг на централизированные биржи.
И Q4, то есть, ну, в том же конце года будет запуск игры уже не в альфе, а в релизе. В принципе, вот до вот этого момента, до конца года, до листинга на бирже и запуска самой игры, часть монет можно придержать. Теперь давайте заглянем, собственно говоря, на их ютубчик. Ютубчик абсолютно не раскрученный, то есть 4 месяца назад туда залили ролик, и, в общем-то, все. То есть 4 месяца назад туда залили ролики, и новых роликов особо не было. Но тут уже довольно много чего можно увидеть. Есть у нас демка геймплея. Ну, вот так это дело происходит. Это по поводу самой игры. Есть второй ролик, вот мне он здесь больше нравится, кстати, вот это у нас маркет, вот фильтра, которые есть на маркете, то есть экзоботы, то есть материнские платы, потом что-то какие-то части тел, смотрите, правая рука, левая рука, нижняя часть тела, потом скины, какие-то гаражи, фиксы, кастомизация всякая, ну вот так вот, короче, разные запчасти. Мечи или что это у нас. Картинка, кстати, очень классная, мне нравится, но арт у них хороший. Какие-то у нас обилки, я так понимаю, у этих роботов будут. И вот так вот будет выглядеть рубилка 3 на 3. Ну, стилистика, вот смотрите, да, стилистика реально такая киберпанковская. Нормальная игрулька, без каких-то там претензий на звезды. Ну, посмотрим. То есть я буду заходить, на какую часть средств я еще не определился. Ну, буду заходить больше, чем там на 200. Буду заходить в большой пул я. Там дальше по ходу определюсь. Ну, в общем, на этом, ребятки, я заканчиваю. Всем спасибо за просмотр и до скорых встреч. Всем пока.